Привет, друзья и коллеги! Сегодня, наконец, я могу записать это видео, не расплакавшись. Я давно запланировала его, мне очень хотелось с вами поделиться, как говорится, в горе и в радости, да, также с подписчиками. Так вот, произошло в моей жизни событие, большая потеря. От меня ушла моя кошка, ушла в другой мир, как говорят, на радугу. И мы прожили 15 лет, и такие годы, конечно, не проходят даром, да. Ты запоминаешь все самое лучшее, все самое худшее отступает на второй план. Я потеряла члена семьи, честно вам признаюсь. Итак, это мое животное, моя мышка, кошка-мышка. Почему я назвала ее мышкой? Она всегда была маленькая. Когда я ее купила, она была размером действительно с мышку, меньше ладошки, с маленьким куцым хвостиком. У меня осталась вот эта первая ее фотография. Она, к сожалению, плохого качества, потому что делалась еще на раскладушку. Вот здесь видно, какой у нее короткий куцый хвостик. Вот она у меня на руках, но это уже ей месяца 4, наверное. Вообще-то я хотела купить собаку. Но поскольку я человек разумный, и я понимала, что гулять с ней некому, и в маленькой квартирке на этаже собаке будет тяжело. Я имею в виду собаки, это большая собака, это не пекинес, там, не какой-то той-терьер, а именно большая собака. Я люблю больших овчарок, ньюфаундлендов, например, ротвейлеров, ретриверов. Вот таких собак я люблю. И поскольку я понимала, что выгулять некому такое животное, естественно, я остановилась на кошке. Ну и вокруг меня были сплошные кошатники, которые убеждали меня, что кошка лучше собаки, и что ухаживать за ней легче. И вообще кошки в мире рулят, а вот собаки там на вторых ролях. Ну, мне нужно было животное в доме, и поэтому я купила мою мышуню, розовую персиковую мышуню. Мы вместе с ней писали диссертацию, мы вместе с ней вязали, мы вместе с ней обедали, ездили на дачу. Здесь она такая красавица, очень молоденькая, красивая. Она была очень избирательной в общении, не каждому доверяла, выбирала в семье себе всегда человека, которому больше благоволило. Говорят, что у кошек это нормально. Ну, мне кажется, что это и у собак тоже так. Вот. Поначалу она очень любила сына моего. Вот в этом видео как раз видно, как она ему все позволяет. Вот. Но потом, когда сын вырос и уехал от нас, она переключилась на супруга моего. Ее отношение ко мне заключалось только в том, что у меня был доступ к холодильнику. Вот. Я думаю, что если бы был другой человек, у которого был бы доступ к холодильнику, то ко мне бы она относилась ровно. А мне кажется, что кошки нас приучают к порядку. Я, например, после того, как мыша ушла, начала замечать, что все было организовано под нее. Достаешь мясо из морозилки размораживать, накрой крышкой, не то утащит. Покушал курочку, оставил косточки, нельзя оставлять, нужно выбросить в ведро сразу, иначе тоже утащит. Ну, такие вот мелочи, такие вещи, которые я замечаю только после их ухода. Очень интересно, что я этой весной, да, и лето началось без нее, и я подумала о том, что она еще не попробовала мороженого в этом году. Мы с ней любители мороженого, и как только я распаковывала какой-то эскимо или что-то такое, я белое люблю, белый пломбир, она всегда приходила и просила его. А еще она очень любила дыню. В молодости она еще и персики кушала, но вот дыня
персики перестала, а дыня у нее осталась в преференции такой делать. Когда я уезжала и возвращалась, я думала о том, что она меня встретит у порога. Вот. Видео остались тоже, к сожалению, не очень хорошего качества. Но это из тех, которые в молодости ее снимали. Она здесь очень красивая. А вот освещение оставляет желать лучшего. Ну и камера, конечно, плохая. У нас еще был зеленый диван оливковый. И вот он дает, конечно, отцвет на видео. Очень красивая и умная была кошка, несмотря на свой отвратительный характер. Ну, конечно, я ее рисовала. У меня было много набросков, но осталось из них только 2. Ну, вот такой вот один 5-минутный. И немногим больше вот второй набросок. Тоже он плохого качества, уже я выбросила. Это все на оборотной стороне бумаги. Вот. И 2 портрета, которые я рисовала с нее. Я пожалела, что вот этот портрет первый я уничтожила. Тут всего-то надо было поправить немножко мордочку, поработать, а все остальное достаточно хорошо прописано. Я могу сказать, что это, пожалуй, первый портрет реального домашнего животного, который я написала. Ну вот с этого быстрого скетча маслом началась эпопея с 25 портретами животных домашних, питомцев, который я проводила проект вот на Фейсбуке в 2020 году. Так что я ей очень сильно благодарна за то, что она была в моей жизни, за то, что она подарила мне тепло и доброту. Пусть это только мне и моей семье, и то не каждому члену ее семьи, потому что она была очень избирательной, и она выбирала, кому подойти, кому подарить радость общения. Вот. В старости очень сильно она болела. Последние несколько месяцев очень тяжело. Сейчас я уже более-менее могу говорить об этом спокойно, но еще недели 2 назад я без слез не могла об этом рассказывать. Вот. Красота былая, конечно, у нее прошла, но вот то, что остались глаза. Огромные, как блюдца глаза, розовые ушки и розовый носик. Но знаете, что самое интересное, что я думаю о ней почти каждый день. Один был день, когда я думала, вот с утра прям встала и все время, каждую минуту о ней вспоминаю. Думаю, что ж такое, что я о ней и тут вот о мышке вспомнила, и тут о мышке вспомнила. А потом оказалось, что это 40-й день. Я не знаю, может быть, у них есть свой рай, и они тоже попадают в него, но на 40-й день, как она ушла, я вот постоянно о ней думала. Что это, почему это, не знаю. Но мне ее очень сильно не хватает. Сказать, что она была такой, что от нее невозможно оторваться. Есть такие ласковые кошки, которые все время ластятся, все время укладываются тебе на коленочки, все время лижутся в мордочку. Но она не такая, она не была такой. Довольно долго держала на расстоянии, так последние пару лет вот подпускала к себе и давала ее погладить, давала подержать на руках. Вот. Но забыть невозможно. 15 лет просто так не проходят. И очень ее не хватает. Но, по крайней мере, сейчас уже я говорю об этом почти спокойно. С ней, конечно, случались очень забавные случаи, один из которых я вам расскажу. Мы были на даче, я сидела на веранде, а мышь пошла гулять. Рядом с нами был заброшенный участок, на котором никто не работал, и там довольно много было деревьев. И вот в этих деревьях птицы свили себе гнезда, и это была весна, где-то такая уже поздняя, когда уже птенцы вылупливаются.
И она пошла гулять именно на этот участок, забралась. Ну, хищница из нее, конечно, никакая из домашней кошки, но побродить она любила. И вот я слышу нарастающий гул. Сумасшедший нарастающий гул. Непонятно, что это. Я вижу, как на меня несется мыша со всех лап. А следом за ней летит туча птиц, которые орут. И я такой птичий ор слышала впервые в жизни и больше не слышала. Они загнали вот этой тучей мышу на веранду сначала, и она со всего маху влетела под диван. Ну и вот эта вот вся туча, как, я не знаю, как истребитель какой-то над домом, так вжух, и улетел. То есть они выгнали ее из детского сада птичьего. Не шляйся, где зря, мол. Вот, такой вот был интересный случай. Ну, а здесь одна из ее последних съемок. Вот зима 2020 года, январь. И она наблюдает, как падает снег. Ей холодно, она не привыкла, там довольно-таки сильный ветер. Но она вот не уходит. Я открыла ей окно, и она не уходит, смотрит на эти снежинки. Ну и последняя ее фотография. Вот, я фотографировала буквально за неделю до ее смерти. Ночью это вытянула я в фотошопе эту фотографию, чтобы запомнить ее такой, какая она была тогда. Желаю вашим котятам, щенятам, попугайчикам, хомячкам здоровья крепкого и долгих лет жизни. Любите друг друга, любите их, берегите их, потому что именно они пробуждают в человеке самое важное качество – доброту, ценнее которого в этом мире нет. Желаю вам всем удачи, приходите на мой канал. Прошу прощения сегодня за такое личное видео, но я не могла не сделать его, потому что мышка для меня очень дорогое существо.